путешественники! Если вы любите замки, истории и крутые локации, то этот ролик точно для вас. А мы сегодня едем на целых 2 дня. Сначала мы поедем в город Ивье, посмотрим. Его, кстати, еще называют Ивье-де-Жанейро. А потом поедем в Любчу. Там, говорят, красивый замок. А затем мы переночуем в Мире и с утра планируем пойти в Мирский замок. И там как бы побольше уже поснимать, посмотреть, все, что можно. Расскажем про прошлое этих мест, покажем интересные ракурсы. Как обычно, оставайтесь с нами, не переключайтесь и погнали! Ну что, мы в дороге. Посадил Ленку за руль. Не отдам руль. Ой, хороший. Первой точкой нашего маршрута будет город Ивье. История Ивье начинается в 1394 году. Полет нормальный. Свое название город по одной из версий получил от татарского слова «ювья», что значит «гнездо». И это очень символично. За 600 лет Ивье стала уютным гнездом для католиков, православных, иудеев и мусульман. В 16 веке здесь властвовали магнаты Кишки, которые основали тут одну из первых в Беларуси типографий и арианскую школу. А в 1914 году, во время Первой мировой, здесь проходила линия фронта, что, как ни странно, и подарило городу его главную природную достопримечательность – Ивьевский родник. Именно он и будет нашей основной целью. Ну вот, мы и на месте. Ивьевский родник. История у него суровая. В 1914 году немецкие солдаты, страдая от нехватки воды, прорубили здесь скважины. Это, 4-я по счету, оказалась самой мощной. Вода здесь настолько чистая, что в 2008 году Ивьевскому роднику присвоили статус памятника природы государственного значения. И, честно говоря, это место выглядит очень атмосферно. Алло, добрый день. Скажите, это мы вот приехали, тут хотели бы в купель окунуться, вот ваш номер висит. Вода в источнике считается эталонной. В ней идеальный баланс минералов. Но главная точка силы здесь купель Архангела Михаила. Люди верят, что ледяная вода родника, а она здесь всего около 7 градусов, способна исцелять болезни суставов и возвращать бодрость духа. Ну-ка, нормальная водичка. У меня хорошая. Водичка здесь просто огонь. В смысле лед. Такие ощущения, особенно когда выходишь из купели, что просто заново родился.
весна придет, не знаю. Пройдут дожди, пройдут снега, но ты мне улица Через 300 метров родная. поверните налево на улицу Мугли. А дальше точно. Дорога. А знаете, почему мы поем? Потому что мы сейчас едем по Ивию, и реально весна на Заречной улице. Да, вот такая вот весна. А еще Ивье считается помидорной столицей Беларуси. Местные жители славятся выдающимся мастерством выращивания томатов. Мы на главной площади. Здесь в одном месте встречаются мусульманский полумесяц, православные и католические кресты и иудейская минора. Четыре высокие светлые стелы с арками, они смотрят в разные стороны. Мы все пытались понять логику расположения. Потом дошло, что каждая арка просто указывает сторону своего храма. Местные татары живут в Ивье уже 6 веков. Говорят, они выращивают лучшие помидоры во всей округе. Я вообще часто думаю, как люди настолько разных взглядов умудряются жить на одной улице столетиями и не ссориться по-крупному. Может, сам монумент и не поражает воображение как великий шедевр архитектуры, зато он ощущается очень уместным. Это старейшая действующая мечеть в Беларуси. Она уникальна тем, что это был единственный мусульманский храм, который не закрывался на территории БССР даже в советское время. Интерьер мечети разделен на мужскую и женскую половины с отдельными входами. К сожалению, мечеть была закрыта, и внутрь нам попасть не довелось. Посмотрите на этого Христа. Ничего не напоминает? Да, это же уменьшенная копия знаменитой статуи из Рио-де-Жанейро, своеобразный символ открытости и мира. Костел святых апостолов Петра и Павла – это не просто красивый храм, а настоящий архитектурный слоеный пирог, в котором перемешались эпохи, конфессии и стили. Он по праву считается главной доминантой города и одной из самых выразительных барочных построек Гродненщины. В конце 15 века влиятельный род Кишек решил, что Ивью нужен костел. Тогда это было простое деревянное здание, классика того времени. В 16 веке бахнул протестантизм, и Ивье внезапно стала столицей арианства. Это было золотое время для просвещения. Здесь открыли знаменитую Арианскую академию и даже запустили свою типографию. Позже католики вернули себе позиции, и за дело взялся орден бернардинцев. Но 17 век выдался жестким. Во время войны с Московским царством храм практически стерли с лица земли. Только к 1787 году здание удалось полностью восстановить и заново осветить. Именно тогда оно и приобрело тот роскошный вид, который мы видим сейчас. Тот самый пышный стиль виленского барокко с изящными линиями и этой особой легкостью, которая так выделяет его на фоне суровой готики. По сути, это здание настоящий выживший. Пройти путь от деревянного сруба через протестантскую академию и руины войны к такому изяществу – это мощно. Свое призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ну что же, друзья, мы покинули Ивье, город, который учит нас миру, спокойствию и вере в чудо. Мы свой план выполнили, историю узнали, воды набрали, в купель окунулись.
А что выберете вы? Пишите в комментариях, ставьте лайки и путешествуйте по Беларуси. Она того стоит. А мы продолжаем, и следующая точка на маршруте – поселок Любча и его известный замок. Существует красивая легенда, связанная с названием поселка. По преданию, здесь переправлялся через Неман первый правитель Великого княжества Литовского Миндовк и встретил девушку по имени Марта. Он полюбил ее, забрал с собой и сделал своей женой. Отсюда и пошло название Любча, место, где родилась их любовь. Но сегодня мы приехали сюда не за легендами, а увидеть, как оживает история, которую почти стерло время. Каменный замок был заложен в 1581 году по инициативе магната Яна Кишки, владевшего Любчей. С 3 сторон замок окружал глубокий ров, а с 4 защищала река Неман. В начале 17 века новым владельцем стал князь Криштофор Радзивилл. При нем замок значительно перестроили, возвели еще 3 каменные башни и внутренние постройки, что повысило его фортификационные характеристики. В середине 17 века хозяином стал Януш Радзивилл, талантливый полководец, великий гетман литовский. Однако в 1655 году запорожские казаки захватили и почти до основания разрушили замок. От него сохранились лишь развалины 2 башен и фундаменты некоторых построек. А выглядело, наверное, все это примерно вот так. В XIX веке на территории замка был построен дворец в стиле английской неоготики. Позже, в советское время, в этом здании находилась средняя школа. К началу 2000-х годов от замка остались лишь 2 обветшалые башни, земляные укрепления и фрагменты оборонительной стены. Любчанский замок – это уникальный для Беларуси пример народной реставрации. Здесь нет государственных миллионов или пафосного евроремонта. Это место, где камни 16 века держатся на энтузиазме простых людей. А сейчас не работаете, просто тут, да? Они закончили в начале февраля, до февраля работали, настроили это. Все началось в 2003 году, когда уроженец Любчи Иван Печинский решил спасти замок от окончательного разрушения. Он основал благотворительный фонд «Любчанский замок», который стал первым в стране частным фондом по восстановлению исторического наследия. Реставрация ведется по проекту, основанному на облике замка 1654 года, период расцвета при Радзивиллах. Чтобы сэкономить, волонтеры часто используют старинный кирпич, который добывают, разбирая заброшенные и не подлежащие восстановлению здания в округе. В будущем в замке планируется создать туристический комплекс с гостиницей, рестораном, библиотекой и другими помещениями, а также выполнить заполнение исторических рвов водой из реки Неман. Ключевой этап возвращения величия. Мы попрощались с живописной Любчей и продолжили наше путешествие. Впереди нас ждал легендарный Мирский замок, но эта долгожданная встреча состоится только завтра. А сегодня, не торопясь, мы насладимся очарованием дороги и заглянем еще в несколько удивительных мест. Наша первая остановка по пути – старинное местечко Щорсы. Здесь возвышается Свято-Дмитриевская церковь.
Этот светлый храм был построен в 1776 году на средства последнего канцлера Великого княжества Литовского графа Иохима Хребтовича. Щорсы известны с XIV века. С XVI века они стали владением рода Хребтовичей. Расцвет пришелся на XVIII век, когда Иохим Литовор Хребтович создал здесь образцовое хозяйство и уникально дворцово-парковый ансамбль. Еще один интересный факт. В Щорсах хранилась одна из крупнейших частных библиотек Восточной Европы, свыше 15 тысяч томов. Здесь работали Адам Мицкевич, Ян Чечет и Игнатий Домейко. Едем дальше, и маршрут ведет нас через уютный поселок Турец. А здесь стоит Покровская церковь конца 19 века. И вот она нас и правда зацепила. Она сложена из грубого колотого бута, камня такого тяжелого, настоящего. И на фоне этой дикой фактуры вдруг появляются аккуратные белые детали отделки. Ну и купола, конечно. Смотрится потрясающе. Здание так и просится в кадр, даже если ты совсем не умеешь снимать. В путеводителях пишут, что это ретроспективный русский стиль. Звучит, конечно, суховато, но вживую это впечатляет куда сильнее любых терминов. Мы на месте. Мир встречает нас тишиной и уютом. Завтра штурм замка, изучение башен и легенд. А сейчас быстро заселяемся в гостиницу, пару часов заслуженного отдыха и на ужин. Гостиничный комплекс «Мирский посад». Именно здесь мы загодя забронировали номер. Отель расположился в отреставрированном здании бывшей синагоги XIX века, которое само по себе является памятником архитектуры. Номер отличался разумной ценой и при этом полностью оправдал наши ожидания. Внутри все оказалось очень душевно. Это тот редкий случай, когда старина и современный комфорт не спорят друг с другом, а реально дополняют. Отдохнули, пришли в себя и отправились ужинать. Что-то есть, особо не хочется, но смотрели меню и что-то назаказывали всего. Кухня не подвела. Все было настолько вкусно, что мы, поддавшись голодному азарту, набрали еды с запасом. В итоге пришлось дипломатично разделить ужин на сейчас и на потом, упаковав остатки в контейнер. Очень вкусно. Очень вкусно. Ням-ням-ням. И, конечно же, десерт. Он стал вишенкой на торте этого ужина. Мы не смогли остановиться и в итоге наелись до отвала. Но это было вкусно. Так что все оправдано. Утро встретило нас свежестью, и не тратя времени даром, мы поспешили на завтрак. Ведь уже к 10 часам мы планировали оказаться у величественных стен замка. Едва он распахнет свои двери.
Завтрак мы заказали еще с вечера. В меню сырники, яичница и кофе, а чай взяли с собой в термосе. И все это удовольствие обошлось в 42 белорусских рубля. Ну что, вот мы и в мире. 5 башен, устремленных в небо, и 5 веков, застывших в красном камне. Мы находимся в месте, которое по праву называют каменным цветком Европы. ЮНЕСКО внесло его в список мирового наследия, а легенды об этом замке до сих пор заставляют сердце биться чаще. Сегодня мы пройдем по крутым ступеням боевых галерей, заглянем в роскошные залы радзивиллов и попробуем разгадать тайны, которые этот замок хранит уже 5000 лет. Наш план приехать в замок прямо к открытию сработал на все 100. Это было невероятно удачное решение. Мы застали то волшебное время, когда вокруг почти никого нет. Никаких толп и суеты. Только мы и история. Абсолютно спокойно мы купили билеты и в своем темпе начали обход замка, чтобы увидеть все, что планировали. Наш осмотр мы начали с северо-западной башни, посвященной военной истории. В экспозиции представлены образцы вооружения и доспехов, а также макеты, наглядно демонстрирующие фортификационные особенности замка. Дополнительно экспозиция знакомит с историей самого поселка и его окрестностей. В общем, первая башня, тут тематика Второй мировой войны. Сказать. Как они тут лазили, Ну, эти рыцари у доспехах. Изначально замок возводился как частная резиденция рода Ильиничей. Основатель Юрий Ильинич заложил в архитектуру глубокий символизм. 5 башен олицетворяли его самого и 4 его сыновей. Род Ильиничей угас на внуках, и в конце XVI века строение перешло во владение могущественного рода радзивиллов, которые расширили комплекс, добавив дворцовую часть. Радзивиллы владели резиденцией вплоть до 1812 года. Позже замок переходил к Вингенштейнам, а последними именитыми хозяевами стал род Святополк Мирских. Князь Святополк Мирский. Именно при Святополк Мирских территория обогатилась прудом, винокурней, которая функционирует до сих пор, и часовней в стиле модерн. Максимальный расцвет замка пришелся на XVIII век, когда он утратил сугубо оборонительные функции и превратился в роскошный дворец. В это время им владел Кароль Станислав Радзивилл, известный под прозвищем Паня Каханку, за свою исключительную приветливость. Роскошный столовый зал занимает особое место среди помещений Мирского замка. Стиль Ренессанса, в котором выдержан его интерьер, подчеркивают впечатляющие кессонные потолки сложной конструкции. Вес одной ячейки составляет более 100 килограмм. Далее мы переходим в портретный зал, он же бальный. Для него характерны пестрые детали, преобладание зеленого цвета и декоративные элементы в виде ракушек. В наши дни это историческое пространство обрело новую романтическую жизнь.
Роскошные дворцовые интерьеры служат изысканным фоном для выездных свадебных регистраций, позволяя молодоженам произнести свои клятвы в по-настоящему сказочной атмосфере. Мы постепенно спускаемся в подвал, чтобы поискать тайный ход в Несвиж. Подземный тоннель длиной 30 километров между Мирским и Несвижским замками. Говорят, по нему могла свободно проехать карета, запряженная тройкой лошадей. Мы спустились в подвал. Где-то здесь находится дорога к Радзивиллу. Подземный ход, который ведет в Несвижский замок. Будем искать. Подземный ход мы так и не нашли, зато познакомились с подвальными помещениями, которые традиционно служили арсеналом и продуктовыми складами, обеспечивающими гарнизон на случай многолетних осад. Сегодня здесь воссоздана хозяйственная экспозиция, бочки, весы, безмены, а также винный погреб. Среди муляжей провизии выделяется осетрина. Да-да, это подтверждено историческими документами. В чистых реках Беларуси того времени водились осетры. Ну а мы переходим в главную въездную башню, в которой воссоздана экспозиция «Тюремный подвал». Идем в подвал, тюрьму смотреть. В отношении простых людей, согласно статусу, срок заключения не должен был превышать 1 года и 6 недель. Но и этого было достаточно для утраты здоровья, слепоты и различных психических расстройств. А в большинстве случаев наказание заканчивалось смертельным исходом. Виновного помещали в нижнюю тюрьму, где с цепью на шее или же в кандалах или колодках он отбывал свое наказание. Кроме крюков с цепями и оков на стенах, для процедуры мучения и пыток использовались другие разнообразные орудия пыток. Колодки, дыбы, 2 дубовые доски с полукруглыми подрезами в обоих, которые при составлении образовывали отверстия. Между досками помещали ноги осужденного, после чего доски закрывались замком. Примерно так, хотя это и не точно, могла выглядеть осада Мирского замка в эпоху Средневековья. Погружаясь в прошлое, мы продолжили знакомство с сердцем крепости и ее главной башней. Внутри нас ждали 3 увлекательных раздела экспозиции. Оборонительная система. Здесь можно в деталях изучить, как была устроена планировка башни и как разворачивались бои на каждом ее уровне. Вниманию посетителей представлены элементы фортификации 16 века, яркие образцы белорусского зодчества той эпохи. Строительные материалы. В этом разделе выставлены подлинные образцы кирпича, пальчатки и черепицы. Именно эти материалы легли в основу замка, возведенного в начале 16 века под руководством князя Юрия Ильинича. Оружейная палата. Раздел знакомит с коллекцией средневекового оружия и снаряжения. Эти артефакты когда-то служили защитником замка, и каждый предмет хранит память о разных исторических периодах. Я победитель. Я Можешь потанцевать, я тебя сниму. Я иду на бал. Это мое платье. Тум-тум-тум-турум-тум-тум. Сударь, я приглашена сегодня на бал. Платьишко. Мазурку танцуете? Да. Здорово. Мы находимся возле озера.
Оно, правда, сейчас замерзло, но это не мешает рассказать мне самую нежную и грустную легенду Мирского замка. Княжна Софья, в семье ее ласково называли Сонечкой, была дочерью князя Николая Святополк-Мирского, который владел замком в конце XIX века. По легенде, она стала первой жертвой проклятого озера, выкопанного по приказу ее отца. Для создания парка князь приказал вырубить цветущий яблоневый сад и выкопать на его месте озеро. Жители предупреждали, что рубить деревья в цвету к беде. Местная гадалка во сне предрекла князю: сколько деревьев погубишь, столько людей здесь и утонет. К несчастью, одной из первых жертв стала 12-летняя Сонечка, которая утонула в этом пруду в начале 20 века. Считается, что дух Софьи до сих пор обитает в замке. Ее видят как молодую девушку в длинном белом платье, похожем на наряд невесты. Из-за этого призрака называют Белой Девой. Привидение чаще всего появляется в одной из башен или прогуливается по берегу того самого озера. В отличие от агрессивных призраков, Софья считается добрым привидением. Она не пугает посетителей специально, а лишь молча наблюдает за ними. Экскурсоводы и сотрудники музея относятся к Сонечке с большой симпатией и почтением. Сегодня Софья официально похоронена в фамильной часовне-усыпальнице рядом с замком, но легенда о ее неупокоенной душе остается главной мистической визиткой мира. Говорят, здесь есть один секретный камень. Достанешь его из кладки, и весь замок сложится как карточный домик. Лично мне кажется, что это просто страшилки для туристов. Но испытывать судьбу мы точно не будем. Идем дальше. Сейчас мы направляемся к часовне-усыпальнице рода Святополк-Мирских. Она построена в 1904 году, и здесь покоится 6 представителей этой семьи. Самое невероятное в этой часовне – мозаика с Иисусом Христом. Там есть крутая оптическая иллюзия, прямо как у Моны Лизы. Откуда бы вы на нее ни смотрели, кажется, что взгляд направлен прямо на вас. А на фасаде можно увидеть икону Николая Чудотворца. Это особый покровитель, которого очень уважали все владельцы Мирского замка. Возведение часовни началось в 1904 году по инициативе княгини Клеопатры Святополк-Мирской. Она решила построить родовую усыпальницу после смерти своего мужа, Николая Ивановича Святополк-Мирского, который и приобрел Мирский замок в конце XIX века. Внутри здание четко разделено на 2 уровня. Верхний ярус – храм-часовня, светлое помещение, предназначенное для проведения поминальных служб и молитв. Нижний ярус – склеп, темное строгое помещение. Именно здесь, в массивных саркофагах, нашли свой покой 6 представителей рода Святополк-Мирских, включая самих Николая и Клеопатру, а также их сыновей. Мы заканчиваем наше знакомство с Мирским замком, и в конце хочется сказать: мы приехали сюда не только за историческими датами. Кому они важны, кроме историков? Мы едем за ощущением, за тем моментом, когда ты стоишь на вершине башни, ветер бьет в лицо, и ты вдруг понимаешь, насколько мы все маленькие на фоне этого камня. Мирский замок просто стоит. Он стоял до нас и, скорее всего, будет стоять долго после. В этом есть какой-то странный уют. Наверное, именно это мы и хотели вам показать. Если вы встанете перед костелом святого Николая, первое, что поразит ваше воображение, это его монументальность. Храм строился на рубеже 16 и 17 веков и отражает дух своего сурового времени. Проект костела приписывают выдающемуся итальянскому архитектору Джованни Марии Бернардони. Он принес на эти земли передовые идеи европейского зодчества. Костел строился не только для молитв, но и для защиты.
Его массивные толстые стены и высокая четырехъярусная башня-колокольня, доминирующая над площадью, придают ему черты оборонительного сооружения. Это настоящая крепость духа. Заказчиком строительства выступил знаменитый князь Николай Кристофор Радзивилл по прозвищу Сиротка. Заложив костел, он хотел оставить след в вечности, и ему это удалось. Храм разделил сложную и драматическую судьбу белорусского народа. В середине XIX века, после восстания 1863 года, католический храм был передан православной церкви. В 1920-е годы, когда поселок Мир оказался в составе Польши, костел вернули католикам. Самое тяжелое испытание выпало на советский период. В 1940-х годах храм закрыли. Долгие десятилетия его величественные своды слушали не звуки органа, а шум лесопилки и гул тракторов. Здание использовали как производственный цех и склад. Только в 1990 году израненное полуразрушенное здание вернули верующим. Началась долгая и кропотливая реставрация. Сегодня костел Святого Николая – это действующий католический храм. Когда вы заходите внутрь, вас встречает светлое, очищенное пространство. Здесь тихо, прохладно и очень спокойно. Вместе с Мирским замком и Троицкой церковью костел Святого Николая образует уникальный исторический ансамбль. Это место, где разные культуры, стили и эпохи сплелись в единый узор, который можно рассматривать часами. Ой, очень так насыщенная поездка, конечно, устали. Очень много впечатлений. Все понравилось, все красиво, приезжайте. Однозначно стоит здесь побывать. Дух старинный здесь, конечно, поселился и не пускает. То есть вас прям поглощает вся вот эта обстановка, эти все истории, фотографии, легенды. Вот. Ну, классно. Друзья, напишите в комментариях, какая из локаций впечатлила вас больше всего. Куда бы вы хотели отправиться сами. Спасибо, что путешествовали вместе с нами. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и жать на колокольчик, чтобы не пропустить новые поездки. До скорых встреч! Давай, дурачок, сердце сделай.